Итак, по идее, трансляция должна запуститься, и вы должны увидеть эту прекрасную физиономию. Ну-ка. По идее, все должно быть окей. Я вроде как в эфире. Так, все. В общем, ждем народ. Хоть какой-нибудь. Если он вообще будет. Пока что я такого народа не наблюдаю. Пока что его нет. Либо он просто ничего не пишет. Ну-ка, пропуск кадров 0. На этот раз я сделал 60 кадров. Должно быть окей. Все. В общем, ладно. Так, все. Все, всем здорово. В предыдущий раз мы закончили вот на этом говне в виде нового города. Хреншоу называется. Все, поехали дальше. Я наконец-то настроил, короче, нормально игру, чтобы она не лагала, как зараза. И шла в нормальные, удобоваримые, блин, 60 кадров. Надеюсь, все так будет и на стриме. Сейчас. Фух. Ну, вроде неплохо. Окей. И, конечно же, она все грузит все еще херово. Ну, по идее, в принципе, это нормально после загрузки, когда она будет секунд 10, потом все окей должно быть. И, видимо, этот стрим будет без зрителей, потому что пока что я вижу все еще одного человека, ни одного сообщения в чате. Ну да ладно. Окей, братан, так. Angel Court Garden is under lockdown by Bell Tower Associates. Bell Tower? They're the police in Lower Hangshaw, Jensen. They're under contract with the Chinese government. You think the Chinese... I won't know anything until I get inside that penthouse. Здорово, здорово. Ну, как видишь, удивительно интересно, потому что я думал постримить еще в субботу. Точнее, не еще в субботу, а уже потом день в субботу. А в итоге вышло так, что... Стримлю сегодня. Так, это, кстати, я сейчас ошибку сделал, там была вентиляция, ну ладно. Ну, короче, нормально, нормально у меня жизнь. Домашки мало, не хватает мало. Это даже удивительно. Я ожидал гораздо более большего от этой недели. Да не лагай ты, ё-моё. А у тебя как? С этими делами. Дела, так сказать. Каламбур уровня Петросяна. Снова со мной. Так. Так, все. Не это. Да. Игра. Мне сейчас все... Как меня еще не спалили? Вирус, дай? Во. И это дай. Ну и замечательно. У всех все норм. Скоро Новый год. Может, новогодний стрим сделаю, не знаю. Опять же, если все будет так же прекрасно в плане не хватает пока как в эту неделю, то может что-нибудь поведу. Возможно, даже в детей онлайна, в которые я не играл уже больше месяцев, 3, как минимум. Jensen, figured you might want a heads up before you stroll into the hive. The owner's name is Tong Si Hung.
Tong being his last name. А, ну это изи. Rumor is he's tied to the triads. Опять же, учитывая то, что я помню, кто это такой, How wonderful. Anyone else want a piece of this pie? это будет изи. Щит. А, ладно. Вот что делают две батарейки. Давай взломаем. Что-то я чувствую, что даже для самого себя мне уже не интересно смотреть и слушать самого себя. Это подозрительно странно и небезопасно с точки зрения интереса зрителей, то есть вас. Ну ладно, так. Ё-моё. Скажи, как там по звуку, кстати? Вроде я ничего не менял, ничего не делал. Типа я поменял только на фреймрейт и вертикальную синхронизацию поставил, чтобы не было подвисаний. По идее, все должно быть окей. В принципе, нет, мне насрать. Давай заплатим. Типа тут есть два варианта, либо $1000 заплатить. Звук нормально, хорошо. Либо 1000 кредитов дать, либо слева там типа был проход и по вентиляции типа залезть. Но к чему нам эти вещи в новой игре плюс? Когда у меня уже все куплено, что мне нужно. И не нужно тоже. Давай. Все, Тонг он должен быть сверху. Но поэтому нам сейчас бармен типа сказал, что его нету. Как всегда, спойлер Вадим с вами. Так, ну с этим падлой можно, в принципе, разговаривать тупо по этому, по типу характера. И кажется, у него альфа. Типа он опасный хер, он постоянно пытается обмануть. Ради альфа. Две палки альфа. Сейчас посмотрим. You get mad and tear down a few walls with those enhancements of yours? This place isn't named the Hive for nothing. It's got plenty of worker bees come out of the paneling to stop you. What is it you think Mr. Tong do for you anyway? Говна хочу. Что ты меня спрашиваешь? Cybersecurity specialist named Ari Van Bruggen. You know him? Да. Три палки альфа. Сейчас не договорят и спокойненько пойдем в подвальчик. He had a job go bad, and now he's on the run from the people who hired him. But you knew that already, because a man like Mr. Tong doesn't hire idiots. And this is the first place people like Van Bruggen come when they need help. So stop wasting my time and take me to Tong. You've got it backward, boy. You're wasting my time. Van Bruggen is minor league player. Tong knows who he is. He just don't care. He's got bigger things to worry about. И оказывается, я кинул одну ссылочку не так, как нужно. Секунду. Я не могу все еще. Вот You это вот. expect me to fall for that? Small timers don't attract this much attention. They don't have bell tower soldiers staking out their apartments. Van Bruggen's pissed off somebody big. And there's no way Tong's going to ignore that kind of development in his town. You're smarter than you look. Смотри, как ему это льстит, Tong да? is keeping a close eye on things. Like you Да, said. внимательно за всем следит. Ага. Now it's time you were leaving. Go back to your own Ну, country. главное с ним пока не засрать уровень убеждения, а мы его только повышаем. Так что альфа и... You see that bodyguard over there? If you're gonna play tricks on the Guaylo, you gotta train your people better. Everything about him is shouting out who you really are, Mr. Tong. Now how about we go someplace private? Unless you want everyone in the club to know what you're hiding. Fine. Fine. I'll meet you in my office, downstairs in the basement. The boys will let you through. Давай быстрее. Все, покрасноречили немножко, погнали в подвал. Кстати, самое забавное, типа у него
Вот есть такой, типа, интересный проход. Ну, конечно, какой еще в жопу интересный проход, про что я еще говорю. Короче, на каком-то из стримов где-то там, либо я сам говорил, либо еще что. Не. Короче, где-то кто-то говорил такое говно, что как будто бы у него есть дверца, что типа он по ней идет в подвал, но на самом деле нет, нифига подобного. Он просто телепортируется, значит, зараза. Так, вход тут. Никого нокаутировать не надо, и ладно. И так пройдем. Все, здорово. How about you tell me who you work for? Then I decide what I tell you about Van Bruggen. Does the name Seraph Industries ring any bells? Ой. Все. Я, конечно, не знаю, Malik, you were right. Tom как is helping сильно Van вам Bruggen. He stashed him in the Alice Garden pods. интересно все это переслушивать, если вы играли вообще в это. Но мне уже все, мне уже это надоело. Просто спокойно, по-быстрому проходим миссии. Oh, right. My mistake. Kinda hard to tell one lackey from another in here. You boys all look alike to me. Watch it, Guaylo. You wouldn't want to die before you get a chance to polish the rust off those high-tech augs of yours. Пошел нафиг. Я уже проходил эти миссии по 6, по 8, блин, раз. И постоянно. Мне это надоедало. Я это делал зачем-то. Сейчас спокойно просто проходим миссии. Так. Кстати, тут где-то неподалеку должен быть отель, и на первом этаже должен быть продавец, но это явно не тут. Вот типа тут улей. Отель. Ну вот, да. Тут типа проститутки, блэкджек и прочие пряности, но нам это все не нужно. Нам нужно вот это. Так, продаем что-нибудь. Что у нас ненужное тоже. Это, например, это. Пистолет я одному челу должен буду отдать. У тебя есть револьвер? Арбалет, ракетница, двуствол. Не, это все не то. Это все не то. Система поиска цели, увеличение урона. Лазерная система. Лазерная же, она уже у меня есть точно. Как я вовремя все вспоминаю, как всегда. Ну, все. Тут как с Бэтменом. Как с Бэтменом. Боже. Еще и язык заплетается. В общем, замечательный стрим. Ничего не скажешь. Через Бэтмена была такая же ситуация. Куча народа было на первом стриме, куча лайков, куча говна. В итоге на втором стриме все, падение по просмотрам, падение по говну. По наклонной плоскости, так сказать. Ну ладно. Ладушки, ладушки. Все, по идее мы сейчас должны найти этого Ван Брюггена. Хакера. Хакера. Он нам скажет что-то стыд взять. Из того же отеля, где я сейчас купил все это говно. Если что, я пытался до этого, я не помню, чтобы можно было это самое говно стыд взять до того, как Ван Брюгген это говорит сделать. Так что идем по сюжету спокойно. Малик, извини. Malik. Jensen, if you even think of using that Casey mod on me, Да, этого я не помню. I wouldn't dream of it. I'm just concerned, that's all. fine, since you're so damn curious. Years ago, I used to live here. Ну, remember? короче, тут она говорит про то, что, типа, у нее была подруга, они с ней там пили, бухали, дружили и прочее, а в итоге она сдохла на лестнице, типа из-за несчастного случая, но... Ну, типа, я не буду это понимать, реально, все. Я попроходил немного миссии и хватит. Я считаю. Так, Ван Брюгген, он сверху. Ага. Главное, ему пистолет потом будет дать. Не забыть, и все будет окей. Все,
Все, спидоганерский подход вырублен. Так. Deny allegations of involvement in secret United Nations meetings about the augmentation day. Стоп, а может у них револьвер, кстати, есть? Тут магазинчик неподалеку. Пистолет там точно есть, я помню, я его специально для миссии доставал. И то, и другое. Но сегодня... Вот. Ага, ну давай продадим что-нибудь. Значит, у нас есть боевуха. Мне на боевую винтовку меньше патронов, поэтому лучше так оставить. Лучше, да. Хотя можно продать вообще все, потому что типа оставить только пистолет и револьвер. Так, купить. Есть усиление. Во, сейчас все сделаем. Сейчас все сделаем, сейчас все будет окей. Значит, во-первых, сначала надо что-нибудь еще раз продать, потому что, по идее... А, нет, хватает, окей. Короче, для боссов надо револьвер подготовить специальный. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это, раз уж я это взял. И вот это. По итогу мы имеем еще кучу усилений, которых у меня нету. И которые, по идее, купить нельзя, да? Повышение скорострельности. Давай еще это вкачаем. Типа бронебойная система это бронебойная. А револьвер это херня с взрывными зарядами. Поэтому ладно. Что тут есть? Ничего. На дробаше может что-то... А, ну на дробаше вообще ничего нет. Найс. Нифига себе, блин. У него, оказывается, так много улучшений есть. А я все время только на револьвер смотрел. Ну что, осталось 3 улучшения на перезарядку, 2 на убойную силу и все. Мне надо кучу всего продать. По идее. Чтобы что? Чтобы ничего, конечно. Как всегда, я молодец. Думаю, все наперед продумываю. Ну, бронебойна не нужна, это не нужно. Вирусная бомба, кипостим, пускай будет все это. Пистолет-пулемет, вот его продам. Дробаш оставлю, револьвер тоже оставлю. Все, пистолет я продал, это тоже можно продать. Это, в принципе, тоже, так что все. Больше уже ничего нет. Hey, You know where I can find some goods? Так. Опять я путаюсь. Короче, по идее, все должно быть easy. Быстро заходим. Тыбзим на корточках ключ-карту и выходим. Так. Полегче, тут полиция. Как убрать на H? Да. На старый добрый H. Так, ну я по стриму смотрю, все еще нормально, в принципе, в плане просадок. Да, все окей. Какая еще жопа тревога? Я, конечно, понимаю, что у меня там дробаш был доставлен, но мне для ачивки такое говно не нужно. Мне нужно абсолютно другое говно. А именно ключ-карта. Так. Все, бежим спокойно. И все равно тревога. А что такое-то? Я еще так медленно передвигаюсь. Из-за капса, видимо. Окей. Так, ладно.
Я даже хз, что такое интересное прокомментировать вот на этот счет. Потому что, наверное, сейчас я возьму-то ключ-карту. Потом, опять же, супер неожиданный поворот. Когда я приду... Блять, я запутался. Сюда... Нет, здесь рынок. Где-то здесь должна быть лестница. Ну она вот она. К чему делать... К чему тут вообще дверь? Что за бред? Ну ладно. Видимо, для подзагрузки на Xbox или PlayStation тех времен. Иначе я вообще не понимаю, к чему она тут. У меня ничего нету, до свидания. Так. Jensen, you got any news yet? You know I hate being left in the dark. Yeah, Так. I found Van Bruggen. Looks like the Tai Young Medical Corporation hired him and the mercs to destabilize us. TYM? They already have the lion's share of the global augmentation market. Why use Van Bruggen? In order to get that share. Hopefully I'll be able to prove it once I get this smart card back to Van Bruggen. You need backup, let me know. Все. Да ё-моё. Что-то со мной сегодня не то, ребята. Со мной что-то явно не то. Либо я тупо Хенша уже забыл за такое большое количество времени, которое не играл. Так. Не тот вход, ну и ладно. Хотя, по идее, тот. Ладно. Путаюсь уже. My visit to Prague was related exclusively to the project which has consumed all of my attention. I just don't understand how a city project. There you go. All shiny and bio-encoded, just like I promised. Where do I find this recording? On a surveillance server in the TYM tower. With That the- note will only get you into the lower city factory via their employee shuttle. And how am I supposed to get up to the tower from down here? Never said it wouldn't require a little finesse. Look, the tricky part is getting through the Pangu. But you're a resourceful guy. I have faith in you. Right. Так. And after I'm through the floof? You'll be in the upper city town. The server you want is in the central security hub. The login and password are on this. Now, about my reward. Fire medical, man! They're here! I want that hacker dead! You gotta help me, Jason. They're gonna kill me! And that concerns me how? Oh, come on, man. I helped you out. At least give me a weapon so I can defend myself. Ну и вот, собственно, пистолет. Alright, fine. Take this and get... Значит, что мы делаем? Мы делаем фигню. Installation is more risk than certainty. When will we be able to see the truth for ourselves? As soon as the installation is complete. If you would like to hear more of my exclusive interview with you, Daryl, log on to www.pegasus.com. Так. This is Eliza Cassan reporting to you. Короче, как я помню, по идее, где-то то ли на этой... Мне кажется, внизу, короче, внизу должна быть вентиляционная херня. Вот мне надо зайти спокойно и выйти оттуда. Ну, то есть отсюда. О, это было некрасиво. Это было очень некрасиво. Ох. Ну хорошо, попытка еще одна. Теперь уже в спидапе. Daryl has contacted me personally.
Вот обожаю эти прелести новой игры плюс. Инвиз хороший. Сверхзрение есть. Убежать можно за секунду. Да она, блин, в обычной игре ты заколебешься проходить их всех. Так. Давай. Ран-буй-ран, так сказать. А, нифига не ран, конечно, я забыл. Еще тут есть, но... Тихо, 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 молодой. Так, там турелька. Где-то еще электрическая херня, но... Упс. Они же меня не спалили? Нет, ладно. Изи. Тут, по идее, тоже изи. А вот тут вопрос. Что это за стенка? О! Собака. Ладно, подождем. Ну, по идее, услышать они были не должны, так что ломаем. Ладно. Вот сейчас мы и узнаем, есть у меня призыв или нет. Смотрите. То есть, там два чела, тут два чела. При этом двое идут ко мне, и сейчас они, получается... Ну фиг знает, может спалят, может не спалят. Гребаная тактическая игра. В обычной игре, да, без этой ачивки, я бы тупо выстрелил в огнетушитель и побежал в инвизе, но... Давайте так, что ли. Если сейчас не получится, то перезагружусь с того сейва, где я не ломал стену. И так спокойно прибегу, но уже без палева. И нифига. А, призрак. Все, окей. Значит, можно было стены ломать. Закрепляем. That might take a while, Jensen. Yeah, well, he's got as long as it takes for me to find this Tai Young shuttle Van Bruggen talked about and ride it to their factory. Jensen out. Ну-ка. У меня дежавю, что я уже проверял это место, и оно было с невидимой стенкой, но, видимо, так и есть. Ладно. Спокойно бежим сюда. Шкиримся здесь, а? Чтобы зарядиться. Быстрее, 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 быстрее. По идее, конечно, мог потратить одну банку энергии, которая у меня есть, но... Слишком умная, ну не знаю. Почему-то у меня чат только сейчас решил обновиться, поэтому только сейчас это прочитал. Типа, ты поймешь, что когда я в первый раз играл, я вообще ни тебя не понимал, что делать. И прошел тяп-ляп. Сейчас это просто заучивание маршрутов и тактик. Ничего особенного в этом нет. Так, тут что у нас? Зачем мы сюда идем? А, все понятно. У нас сейчас будет эта самая новая локация. И вот, кстати говоря, блин, это... Типа, изначально я хотел один без стрима пройти директорс кат с обновленными субтитрами.
staring at a blueprint of the Taiyang Medical Building. Молодца, I need access to молодца. a security terminal in the upper city tower. You do realize there's an entire skyline between you and it, don't you? I know, the Bangu. Any idea Ну, how I тут get to it? Анхею, I бабу suggest you это, start by going up. которую вы не знаете. Пластинка. Пластинка, кстати, хорошая вещь, ладно. Короче, суть в том, что вот примерно мы сейчас спасем одного чела, дойдем до наэлектризованной херни, которую надо будет отрубить. И вот, короче, в предыдущий, когда я проходил игру, бюджетный киберпанк, ну как тебе сказать, бюджетный киберпанк, по сравнению с... Хотя хер знает. Ну окей, если сравнивать... Я задумался очень быстро. Все, видим. Короче, если сравнивать по тем временам, да, 2010 года, то, наверное, Deus Ex делал бы киберпанк. Потому что он далеко не бюджетный. Вышло так то, что Deus Ex не окупился. Типа, он вышел именно вровень издателю. Типа, ни в плюс, ни в минус. Так, что такой себе бюджет. Как нас называют сейчас 4A класса. Хотя не, они по идее на уровне. Да, типа, что киберпанк, что Deus Ex у них по бюджетам такая же херня будет. Будет. Гребаные времена были. Были бюджеты. Так, ну тут изи. Чтобы не тратить время, давай. Хотя я быстрее был взломал, наверное. Ну ладно. Все, вентиль закручен. Это убираем. Кое-как. Хотя я мог этого и не делать. Ну ладно. Все, мы ему спасли жизнь. Теперь он нам должен. И мы можем пройти сквозь пост охраны. Спокойно. Здорово. Where do you think you're going, buddy? This is a restricted area. Maintenance sent me over. Toxic gas? Nobody told me. I guess... Whatever you said. You look like one of the lab guinea pigs. Are you sure Черт, you у are меня not блёв walking сработал. around? Ну ладно. I'm filing reports for equipment malfunctions. Anything to report? Yes, something is wrong with the end effector in the mechanical arm. What exactly? Well, if I knew, I wouldn't be making a report, would I? I'll send someone up to the maintenance catwalk to check it out. Короче, не знаю, как это будет палевно. Надо делать все быстро. Сказал я и промахнулся по клавише. Давай. Ну, она, в принципе, не спалила. Окей. Значит, что мы делаем сейчас? Да, вот так. По идее, короче, я могу забраться наверх. И там будет некий лайфхак с точки зрения сохранения времени, потому что можно будет икаром спокойно упасть вниз и еще снайперку подобрать. В общем, чума просто. А, тут вентиляция, точно. Как я мог о ней забыть? Нет, комбинация не работает. А с чем она работает? С дробашом, окей. А, на дробаш у меня патронов нет, я забыл об этом, ладно. Сейчас еще один момент. Надо перезарядиться. Все же? Да, давайте. Так, ну пока все идет неплохо, никто не спалил, тут чел есть, но в принципе опять же инвиз решает. Тут робот, кажется. А, нет. Не, я его обойду. А то, опять же, камеры спалят, еще что-нибудь спалят, и кирдык моему достижению. Richard, I'm in an elevator leading to the Bangu.
Any security features I should know about ahead? Nothing too taxing, I suspect. The Pangus use mostly for maintenance and storage. Look for a second Как elevator херово без once you're there. комментариев в чате, It'll ей-богу. carry you straight into the tower. Не разговариваешься, не включишься как-то в стрим, ни в темпа не наберешь ни хера. Короче, где-то тут комментарии разрабов должны быть, но я не знаю, включать их и для вас или нет, или мне потом самому послушать где-нибудь. Просто реально, недавно Зоги, короче, перевели на русский язык субтитры к комментариям разработчиков, и что-то интересно там есть. Но где это включается, я забыл, естественно, потому что кто я? Я, правильно, очень умный человек. Доп. Материал, кажется, да. Окей. И патрончики как раз подоспели очень вовремя. Хотя какой смысл мне было этим заниматься, я не знаю, ну ладно. Допустим, я сделал очень важное дело для самого себя. В скобочках нет. Типа вот я бы здесь где-нибудь появился, получается, да. Так, ну это типа головоломка, которую можно пройти благодаря усилениям очень легко и просто, но я это, естественно, делаю, потому что я, опять же, очень умно прыгаю. Ё-моё. Так, или можно вот так. Можно вот? Нет, нельзя. Ладно. Давай спокойно, как нормальные люди, возьмем, прыгнем сюда, потом сюда. И потом сюда. Все, изи. Ну-ка. So originally, when we get there to the floof, the original intent was just to have a big show don't tell kind of piece to really have the players understand what kind of structure was there that was separating lower and upper ancient. Yeah, that basically having a construct like that would be an extreme engineering feat, right? This slab that's separating both cities, if you want, wouldn't just be a flat concrete thing, right? It'd be like you'd have tons of engineers working on it, and that's why you see this little kind of little train passing by that's probably transporting these engineers to different spots around the floor. Ну, короче, они там хотели показать нижние и верхние френши и сделали все, что могли для этого. Вот и все. It'll be a couple of floors up from where the elevator lets you off. But the first corridors you'll pass through will be public, so you might want to keep any weapons concealed. Copy that. Я вспомнил. Короче, вот да. Типа тут этот диалог был. Потом дальше идет разговор про то, что они должны были показать помимо этого хенша нижний хенш, и в нижнем хенше должен был быть огромный сюжет с диалогами, блокджеком и прочими прелестями, но опять же из-за того, что это была слишком огромная локация, и они не успевали к релизу, ее решили выпилить. Вот. А дальше я уже ничего не знаю из разработки, поэтому, может быть, буду что-то подрубать. Может быть, да. Потому что в ютубчике никаких нормальных... Зачем я этим занимаюсь? Так, ну у этого чела, короче, ключ-карта есть на столе, он ее там забыл. Надо сейчас забраться, короче, спокойненько, вот где-то здесь она лежит. Спокойно, спокойно, братан. Все. Ах, главное не палиться. Решетку, на решетку пофигу. Скажем, что уборщик забыл закрыть, когда чистил. Все, спокойно заходим сюда. Мы же можем зайти. У него Харри очень похоже на того полицейского, с которым мы общались в первом стриме. Ну да ладно. Все, ключ-карта у нас есть, все типа окей, все с нами дружат, общаются, но это только на первом этаже, дальше будет стелс все равно. Значит, вот второй этаж.
Сейчас я, естественно, проверю, так ли это. О, еще тот разговор. So here's another good example of, I've been repeating this a few times, of taking a place that's like a location genre, if you want, that's extremely commonplace in video games. For example, here, a laboratory, and give it a new spin. It's very easy to make them look kind of all the same and not really generate lots of flavor or ways for the place to be memorable. So here's the idea. You have this lab with this very kind of modern, contemporary lighting fixtures and installation on the ceiling, and also a bit of the way that the walls are designed and whatnot. That's a lot of what we tried to do, and it just makes you remember them a little more, hopefully. Вот. Но опять же, фидбэка, как я вижу, никакого на стриме нет, потому что все опять же куда-то ушли. Заразы такие. Ну, в принципе, ладно, понятно. Киберпанк вышел, все, всем Deus Ex осточертел, никому это не интересно. Так что сидим одни. Я и Дженсен. Стелсим и слушаем комментарии разрабов на это. Насчет, точнее, разработки этой замечательной игры. Меня всегда радовали вот эти вот классные поля зрений врагов, что типа прыгаешь, такой брейкданс устраиваешь, а им вообще похуй. Вообще без разницы. Так, тут что-то было сказано про то, что типа у нас не пустит точно. Про лазер. Все, за это нам опыта не дали, ну ладно. Короче, где-то охлаждение работает так, что можно пройти спокойно, но я не помню где. Of course. Ну, по идее, опять же, у меня инвиз. Ну-ка, там есть что-то? Непонятно. Вот тут я помню, как крашил одного чела. Сейчас можно будет попытаться пробежать только его. Реально, я на новой игре так ни разу не пробовал делать, но это интересно. Экспириенс. Тупо бегать от всех и никого не убивать. Меня еще пугает то, что Проныра иногда сбивается, если ты шокером типа бьешь чела сзади, но при этом типа он тебя по звуку шока палит, и поэтому у тебя на секунду загорается красный цвет, и все, типа у тебя призрака нету, Проныры нету, ты спалился, братан. Че я сижу-то? Погнали. Успокойся. Ну, в принципе, лучше взломать, наверное, потому что, может, по времени я затрачу гораздо больше. А, нет. Давай. Ай! Нет, я был так близок к триумфу. Черт. Ну ладно, еще раз попытка. Access granted. Да ё-моё. Если у нас не получается так, то надо сделать еще быстрее. Попытка третья. Фу, испалились. Ой. Ой, как мне больно. Драматичные флешбеки вспоминается. So this is the data core room where you need to get according Van Bruggen's information. The thing is that it's funny, it's one of the few rooms or places in the game where you have laser challenges.
As we build a game, oftentimes we start by building the ingredients and everything, and then eventually we build the maps and try to use them. But as we built the maps, we kind of realized that all the environments we were visiting and everything were not necessarily having the right logic to take advantage of some of the ingredients, and we were like, our lead level designer René Martin Posé had these guys working on some gyms and trying to find cool ways to use the lasers and stuff, and it was hard to really make them fit in the game. And therefore here with the decor room, where it's supposed to be heavily guarded because there's a lot of secret information and everything, we went like, okay, hey, that would kind of make sense to use those ingredients here, and this is where we put it. The only regret, so I think in the end it works well. The only regret I have is that with the our alarm system, it was kind of hard to give a very clear feedback to the players, because if you're detected by a laser and you're very far away from the alarm panel, like the sound doesn't go really to you, like you hear it, but it's very low, it's very subtle, and if you were not paying attention, probably you didn't realize that it was the alarm was triggered, and now you see those bell towers guard coming to you, and you're like, what the hell happened? Like sometimes it wasn't clear это как у них enough, в случае like, было if you were с самым началом прологи. or not. So, but in the end, it was not too bad. Да, там также было, что когда нам презентуют типа главных своих противников, боссов, с которыми надо будет потом воевать, они там делают типа кучу плохих вещей, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ну, понятно, ничего хорошего с этого не выйдет. Кстати, давайте просто пробежимся, сделаем небольшую пробежечку. И все. Вот я все это проходил без инвиза. Опять же. Включу выпендрежника, но реально, без инвиза это жесть. Это жесть, ребята. С инвизом легче. Так, ну тут я уже ничего не помню, что тут должно происходить. Pritchard, I'm retrieving Van Bruggen's evidence now. Is Sarah patched in? Right here, Adam. I'm listening. I just heard that your team is mobilizing in Detroit. Why wasn't I informed of this sooner? Tactical assignments are not your concern. Reed and her team have subdermal GPL implants. They'll be tracked. Kidnapping them was a mistake. Montreal took care of that. Forgive me if I don't put as much faith in our friend Eliza as you do. She's too erratic. Your concerns are noted, but I would advise you to concentrate on your own assignments. Почему мне послышалось, что она сказала короче, не неуправляемая, а эротичная? Может, так и было, но быстрее слушать потом. We've got to stay focused. Zala's a residence at the top of the tower. It's off limits to everyone except her and her guards. Now get up there and find out what she knows. Опять же, призрак, ничего сложного. Так, тут я помню куча громил. Должно быть. Но опять же мы все это пропускаем. А тут камера должна быть. По камере тоже непонятно, потому что вроде как мы заметились, спалились, так сказать, но до тревоги дело не доходит обычно. Короче, просто берем, вот так ставим, да, твою дивизию. Нет, не надо этого говна. Просто давай по-нормальному включим инвиз. Зайдем в эту сраную камеру. И, кстати, вырубить, типа, по идее можно, но тоже звук может привлечь врагов. И тревога тоже может пойти просто из-за того, что вот, типа, звук есть. Вот. В этом плане игра баганая, но великолепная в любом случае.
Скидка на те года, она делает свои вещи. Ни киберпанков тех ваших тогда не было, ни ведьмаков. Разве что первый. Вот чё. Стоп. Здорово, братан. Van Bruggen? Just thought you'd wanna know. I survived that little surprise party back at the hotel. And I'm sailing away from this shithole as we speak. All because of you. You want to thank me? Forget you ever had this Что frequency. встревожен тогда? I got a better idea. I'm looking at your bank account right now and, you know, Sarif really ought to pay you more. Van Bruggen? No need to thank me, man. Just enjoy it. Фух, ладно. Не знаю, опять же, встревожен, засчитется мне это как какой-то спалившийся момент или нет. Узнаем только в конце игры. Так, ну тут даже врагов нет. So here's a little maquette, a little scale model of the Taiyang Medical Building. And when the artist showed it to me, I was like, but what is this? This is way too small. I'm like, what is this for ants? It needs to be at least 3 times bigger. And we ran out of time, so we could never do it 3 times bigger. But the architect scale model really show us like what the Taiyang medical facility is. Yes, It's it like Ну, the самое foundations красивое of вышло. the entire universe for Taiyang Medical, right? That's exactly what it is, because once they had this, then they were able to build the real one. But joking aside, the reason why we put it there is because when we had the entire map in the upper Angsha, we could literally see the building, and the whole thing was designed, concept arted, everything built. But when we cut it, we didn't have Upper Angsha, you mean? What did I say? Lower Angsha. Lower Angsha, sorry, Upper Angsha. And then when we cut Upper Angsha, the player had no conception of what that building looked like anymore. So we said, you know what? Off in the building, there's a little maquette, there's a little scale model of that building inside that was done by the architectural firm that's built the building. And this is what that is. Funny how that happens. Так, секунду. У меня появилась гениальная идея. Количество воспоминаний 31. Ладно. Короче. Я немножко переделал название. Все, ровно 100 баллов я пошел. Убираем. Возвращаемся. Че, еще что-то? So here again, a room that I really like, that represents really well the staples of the art direction. Everything is in there, contemporary design, art installation, the Baroque for the Cyber Renaissance and whatnot. The idea again is that Zhao is the one that's dealing with transhumanistic technologies in the most wrong way, if I could say. So the idea is that the room is in the sun. It's literally burning like Icarus, because if you look, it makes no sense. There's sun coming from all directions of the penthouse, where you can't really have this. Sun is one-way directional. So, but we don't care about this. It's literally, we're going for the effect. We're going for the effect. We're going for the metaphor. So it's literally as if the penthouse is almost in the center of the sun, if you want. So that's the whole idea behind it. I really like how it came out with the empty frames, the empty picture frames or painting frames, which again, a lot of artists would come to me, a lot of production artists are like, yeah, well, what is this? Why are you putting these empty frames? I'm like, I just think they look cool, and they make people ask questions, you know. So even though there's no answers, but yeah. So again, and having that in the center of the sun reminds me as well that the company name Taiyang is Chinese for the sun. Надо запомнить. В Китае буду просто говорить Тайюн, и что еще в такси было? Я забыл уже. I really like this part of the penthouse where
we Да я понимаю, foreshadow что вам to все the нравится, но Panchea давайте, ладно. events. Actually, we see Zhao's costume in here with the Hiron project, as we're going to see in Panchea later on. Actually, it's a really, really nice costume. It's an amazing costume. It was designed by Chippy, or Brian Dugan. His artist name is Chippy. Amazing concept artist, brilliant guy. Ну что, я Did с an вами amazing job to согласен. create this suit that looks techy but yet fashionable at the same time, type of thing. And it's great that it's just there hanging in the rack, and because she's obviously preparing the whole thing, but you have no idea at that point. Exactly. And I believe there are actually some plans, blueprints. There are blueprints of There are blueprints of the Hiron project under there. and there are emails in various computers along the way That foreshadow that that, foreshadow yeah. a lot of it. So I love it that those things don't make sense when you play them the first time, but if you replay a second time, Я уже шестой. there's a brand new world that opens to your eyes. So yeah. it's the I see dead people thing. Yes. Pac-Man sees dead people. Successfully purchased Так, ну rival как я помню, corporation там вроде как Enpro селявка Tech должна of быть, так Scotland. что ради нее, в принципе, можно взять. Enpro stock had taken a dip И earlier in взломать the эту day фигню. as rumors began to circulate, accusing CEO Ollie McTavish of embezzlement. McTavish denied the allegations, but could not explain how millions of Давай dollars быстрее. ended up in his personal account. I'm sure it was Access Окей, так. Zhao Yunru, CEO of Taiyang. Система типового наведения. Ну, тогда мне это особо не нужно. Тут говорят про события в Панхее, которые потом будут спустя некоторое время по сюжету игры. 0. В чате 0 человек. Серьезно. 2 человека было только что. И 0 Okay, пало. so we talk through the game during different cutscenes, like that they're challenging to do and everything, and sometimes we were debating among ourselves what how we should pursue the scene and everything. And with this one is the one that we debated the most within the team, because we wanted to have Zion Rue to show that she's a very strong character, that even though she plays the weak link, actually she might be a much more important and strong character than what we can perceive. And at the same time, we always try to avoid Jensen feeling like that he can be manipulated too easily, and try to avoid him feeling stupid and whatnot. And in the original scene, he was not necessarily playing that way, but It was different. We made some mistakes in the initial writing because we really wanted it to be that he actually did surprise her because she was in the shower. She had just finished a shower and she came out, but we couldn't get the shower effects that we wanted. And the whole way that we approached the scene was the idea was that he actually did take her by surprise. She was terrified because she's part of the Illuminati, and she thought he was an Illuminati hitman coming to get her. Right. And in the course of the scene, she realized, oh no, I know exactly who it is, and she turned the tables on him. And the whole idea we wanted was to go against the cliche. Unfortunately, because we couldn't get the showers working and we couldn't do all that, we ended up having to put her in the room, and then it looks like she's awake A lot of and people aware came of to us, him, right, telling and us that it's very Adam character wasn't right there, right? Adam, what the hell'd you do? Ах, The entire падла. building's on alert. Panic room. She's got a goddamn panic room. Yeah, well, so do I. Forget about her right now. Get to the hangar bay, fast. Ну, в общем, как я понимаю, все-таки моя идея с комментариями разработчиков не особо успешна с точки зрения того, что микрофон все еще говно. А вам, мне кажется, говно слушать не очень-то интересно. Поэтому надо будет сейчас снова переделать название, наверное. И перестать слушать эти комментарии. Кому вам тут один человек всего по статистике? И то непонятно какой именно и какого черта он вообще существует. Jensen, I'm coming to pick you Только up. один. You anywhere near their hangar bay? I'm heading there now. Great. Get those bay doors open or this rescue attempt ain't gonna happen. Опять призрак, окей. Так, как я помню, тут большой ангар должен быть, да. Так, ну тут все достаточно просто. Просто бежим наверх. Он же меня не палит? Вроде нет.
Просто энергию надо оставить на черный день. А с роботом биться это минус ачивка. Так. Все, дошли. Стоп, а где кнопка? Тут должна быть кнопка, я точно помню. Черт. А, сейчас. Точно. Точно. Значит, вырубаем камеры, вырубаем все это. И спокойно идем к тому говну. Изи. Давай быстрее. Jensen, time to hightail it back to Detroit. Get in. We're not going to Detroit. What? We're going to Montreal. I'll explain en route. Damn right you will. So we get in Montreal here, and actually the story behind why Montreal is in the game is very simple. For a very long time, since we're from Montreal, we're making games in Montreal. Ну да, и вы сделали одну целую локацию. В принципе, неплохо. To take advantage of it, because we always go everywhere else in the world, and we never go to our own country or our own city. And with Deus Ex Human Revolution, it was the perfect time for Montreal to be in the game, so I made sure that it wasn't. Represent. Чё ж вы всю игру не сделали в Монреале? Почему вы сделали Прагу в Mankind Divided? В принципе, это правильно с точки зрения философии, но с точки зрения желания, почему нет? Так, ну давайте побухаем. Где бухло? Вот бухло. И опять же, это с чем-то вот таким можно скомбинировать, а это никуда. Ну и выкидываем нафиг. О, когда выпил пиво в 5 лет. При этом это был 1 миллилитр. Миллиграммы. Так, тут никого не должно быть, даже камер. Типа такой неожиданный поворот с точки зрения того, что... Как так? Это же долбаная студия. Да. Е-е, как говорится. Е-е. Тут что-то еще. So now we're getting close to Eliza's room, sorry. Лучше так делать, что ли? 404, and eventually as you move through the facility, you'll go to the room 802.11. And looks like everyone left in a hurry, Pritchard. The place is deserted. Because somebody triggered a fire alarm and then silenced it. I suggest you find Miss Kassan quickly and get out of there.
So now we're getting close to Eliza's room, 404, and eventually as you move through the facility, you'll go to the room 802.11. And when Mary came to me with that proposal and everything, at first I was kind of reluctant because I felt it was a little bit too much. Well, too on the nose. But people might not realize. I mean, Eliza is, of course, named after the first AI that was somewhat showing signs of intelligence, and that's why we wanted that name. And 404 is a failure, an internet failure, a warning message that says file not found. And so we kind of found that to be good. And then, of course, the room 802.11 is the universal wireless transmission. And so I really wanted to tie all that in as subtle hints about the truth of Eliza. But to me, it was that, like, I was like, oh, is it too on the nose? But I thought, like, because we work in the computer industry and everything, and we're more familiar with all those things, for us, it's a little bit, it's obvious. But for me, I knew about the 404, the other one, I didn't know what it was. But for most people that are not into these things and everything, it's like, they don't know those things. So in the end, I thought it was a really good idea, even though maybe for the more, I would say, computer savvy people, it was like, it's so obvious. Yeah. And I figured for computer savvy it would be obvious and little chuckle, and other people might learn something by us talking about it. And even if they do think that's what it is, they still don't have a firm answer at that point. Absolutely. So it's not the end of the world. Так, ну, видимо, я буду делать так, потому что все-таки помимо самого стрима мне хочется оставить вот эти самые комментарии разрабов, потому что они достаточно интересные, в конце концов. Про то же самое, что там, 802.11, как называется, типа 404. Я, если еще знаю, но при этом я не ассоциирую, например, эту комнату, типа, 404, not found, точно, типа. То про 802.11, или как там было, я вообще что-то не думал. То есть они такие смыслы произносили, и при этом мало кто их понимал. В любом случае, все равно. Сейчас. Я дебил, как обычно. Как обычно. Сейчас я, короче, сделаю себе быстрые клавиши. Свойства воспроизведения, микрофон, home end. End включить, home отключить. Пускай так будет. Tell me you saw that, Pritchard. Так, я включаю. Сейчас. Все. Точно все. Все. Radio signals converging on your location. It's a trap. We knew that. And I'm not leaving without Eliza Kazan. So find her while I look for a way to get downstairs. Так, ну ладно. Сюда мы пробрались. Спокойненько. Никого не трогая. Взяли и пробрались. Что делать остальные 77 метров, я без понятия. Это вы должны быть напуганы тем, что я знаю всю эту карту наизусть, зараза. Я еще должен быть чем-то напуган. Ага. Так, ну тут я помню точно, даже по сверхзрению, что вот чел слева и чел справа должны быть. И как-то я долго долбился с ними, я не помню, как я их прошел. Но, по идее, раз у нас новая игра плюс, опять же, с новой игрой плюс куча новых возможностей. Просто новая игра возможностей. Все, готово. Раз, два, три. И вот так спокойно прыгаем, чтобы что? Чтобы правильно сделать полную хрень.
Зачем я сюда прыгнул? Я ж не смогу пробраться сейчас в лифт. По идее. Но у меня батончик есть. А, я сделал, кажется, лучше, погоди. Кажется, я сделал лучше. Ну-ка, 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 ну-ка. Да, найс. Ну, видите, наизусть знаю, кажется. По наитию просто уже понимаю, куда идти. A sub-basement level that somebody spent an awful lot of time trying to conceal. It's connected to the tower by a funicular. Look for a staircase in the back of the TV newsroom and you'll reach it. Так, там был огромный хрен, надо идти к нему. Кажется так, да. Блин, меня печалит то, что, наверное, даже если бы я сам сейчас начал проходить, не проходить, смотреть кого-то, кто бы... Фу, мне повезло. Сейчас чертовски повезло. Надеюсь, он не спалит. А ему вообще похуй. Ну ладно. Мне же лучше. Jensen, I've been tracking your progress through the 3D layout. You're close to the funicular. Any chance it's sitting there waiting for me? Where would the fun be in that? You'll have to call it and wait. Oh, and Jensen, when you do, they're going to know where you are. Тут босс будет, так что насрать. Все, я же отрубил. Значит, можно подготовиться к боссу, можно не готовиться к боссу. Я не буду готовиться к боссу, потому что у меня есть айфон. Но айфон это штука такая, она всех убивает с первого или второго раза. Но я могу побаловаться револьвером, если что. А, погоди, тут не босс, я забыл. Тут кое-что... Something different, так сказать. Ну, все на изи, сейчас. По идее, изи, если он уйдет. Ну, куда-то он ушел. Короче, мы должны вызвать лифт. Чё? Я хотел включить эти комментарии разработчиков, но они в любом случае бы убрались, по идее. Ладно, выберем их потом, когда-нибудь. Когда-нибудь потом. Все, сохраняемся. That's done it. They'll be converging on your position and the funicular will take some time to get there. It isn't a high-speed elevator. Great. Not to worry. I'm sure your new friends will make the wait interesting. I'll keep you up to date on his progress. Thanks for nothing, Francis. So here we are inside the funicular, which was one of the goals that I had was I was... Опять же, я сделаю вот эту вещь. Все работает. Сейчас вырублю. Going to teach everyone who plays this game what a funicular is, which was really funny because I couldn't think of another name. But we had some actual plans for this funicular, is this ride that never actually ended up happening. One of which was we wanted to have a conversation gameplay with Eliza and have the elevator stop halfway down and end up having Eliza inside of it and appear, and you would have to actually have this conversation to convince her that that she should let you get to the bottom and actually help you. The funicular is halfway there, Jensen. Ну они серьезные, что ли? Вот зачем эти разговоры было вырубать? Ну чё за бред? Блин. Ну, в принципе, понятно, по идее, что там нас говорили, что именно там было. То есть... Вот, да. Это тоже, это интересная задумка. У них еще была задумка, как я помню, по первым комментариям разработчиков, что когда еще у нас идет пролог, и мы садимся в лифт, встаем в лифт вместе с Меган, там типа кат-сцена с камерой в лифте. И по идее все остальные кат-сцены тоже должна была быть камера. Ну, не все прям, но большинство.
И в этом, типа, заключалась задумка того, что Элиза постоянно наблюдает за нами, типа, через эти камеры, что она постоянно на стреме, она постоянно знает, где мы, кто мы, что мы делаем. Вот. И эта задумка была хороша, которая сейчас была озвучена, и та задумка была хороша, но при этом обе не реализовались. Почему не реализовались? Потому что разработка вот таких вот AAA-ных игр всегда зараза сложна. Это печально. Окей, братан. Кто придумал такие... Вот что так поставить. The fact that a 24-hour news network has been cleared of all workers, or the heavily armed guards trying to kill me. Spare me the sarcasm. I'm talking about how easy it's been to bypass the firewall and access their systems. At least, parts of them. Whatever do you mean? I mean, I feel as if I'm being directed to some areas of the network and kept away from others. Only no security system I know of can do that on the fly. Figure it out later, Pritchard. If I'm gonna catch Miss Kassan in action, I need a more accurate destination than the secret lair. The hollow processing cloud you encountered in room 404 was accompanied by a massive power spike. The spike originated in one of the sub-basement's bigger rooms, 80211. I suspect that's where she broadcasts from. Ну вот, 802.11. То есть так вот, да? Именно такое было число по задумке разрабов, и они, в принципе, его ставили, что им не составило, наверное, большого труда. Но ведь красиво, чертяк, вот смотришь такое, думаешь, вот красиво, баба. Вот только меня, знаете, печалит то, что в 2011 году это было все прекрасно и радужно, и прекрасно, и радужно, и прекрасно, и радужно втройне. А в Mankind Divided что-то их решили всех переделать в плане лиц, что того же Дженсона, с которым все более-менее неплохо вышло, да, что и Лизу, которая вроде тоже красотка осталась, но при этом мне, например, она меньше вкатывает. Или тот же самый... я понял, что надо делать, секунду. Стена, 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 пока они не... Это самое... Сука. А чё ты вырубился? Не-не-не-не. Мне такого говна не надо. Короче, что я говорил? Что был же еще не Притчард, а как его звали, я забыл. Вы чё, офигели? Даже не смейте мне сейчас обойти так. Я же вижу, что они двигаются немножко. Типа. Вот встревожен, это встревожен. Это немножко другое все-таки. Тут, видимо, можно было бы сныкаться. Но они все равно ни хера не видят, так что такое себе ныканье. А вот тут что? Тут тоже. У меня ощущение, как будто реально вот какой-то еще один концепт был, по которому они могли просматривать именно в двери нас, но у них это не вышло. Так. Оу, класс с оружием нам в любом случае не помешает. Это был самый неожиданный нежданчик из всех, который я мог ждать. Ну ладно, пускай он пройдет немножко тогда. Да, твою дивизию. А че ты там встал-то? В такой идеальный уголок. Еще и
Какая жопа тревога, идите нафиг. Вот давайте только сейчас без рестартов одного и того же места, тупо из-за того, что один чел стоит где-то в уголке, а второй чел ничего не делает. Мне этого сейчас не надо. Так. Пластинка. Все. Да, я сохранился ровно за секунду до того, как он поднял тревогу. Ну, блин. Ладно, хоть не после этой самой. О, нет. Это сразу слив. Нарваться на мину — это просто по жести. О, никто не спалил. Вот че иначе. Так. Ну, та же самая ситуация. Но уже беспалевно. Пробираемся, так сказать, на дачу Путина. Без регистрации СМС. Так, ну тут-то никого не должно быть, вы чё? Вы чё, ребята? Попутали, что ли? Ну, типа, всем насрать. Но что-то подозрительно. Все равно. Не, переиграем. Я переиграю на всякий случай. Можно капсулком, короче, взять и обезвредить мины спокойно. Но что-то тут очень мало времени это дается. Да ё-моё, я перепутал, у меня две кнопки одновременно, типа, одна для шифта, для бега, да, а другая это капсулок для тихого шага. И вот я не вовремя его врубил. Тихо. 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 Все, я спокойно-то прошел, никто меня не спалил. А я спидапнулся от стены. Ну чё, по идее тоже можно побежать. Типа тут куча вариаций того, как его можно обойти, там уничтожить, все такое, но всегда лучше обыкновенный инвиз. Да ё-моё, shift еще перестал работать вовремя. Ага, там типа штаб. Ну и все, собственно. Можно, конечно, побаловаться там. Пытаться ее с помощью тяжелой винтовки побить, но... К чему? Не знаю. У меня аж никаких модулей уже не осталось даже, да? Да. Печаль. Actually, that's one of the really cool scenes in the game that we really like. I really like all it. of us. Yeah. I love the way Eliza is played and portrayed. The fact that I remember I was really surprised when I first saw it. It really works well when you don't. It takes you by surprise where she's going to be positioned. You know, as the camera moves around and whatnot. And the fact that at one point there's two of her. She appears from different angles and all that kind of stuff. And then we're gonna see at one point Fedorova. It was really cool the way that we set up that the stealthy, invisible predator is there.
So that was one of the really cool aspects that we wanted to bring in to just kind of show her there. Yeah. Other than the fact that Fedorov's design is quite interesting. And this is one of the, you know, places in the game where we see it really, really well. You know, she's still very silent, and she just makes that little smirk. I don't remember exactly what she does with her face, but there's a little something with her lips, and yeah, quite like. Whose policies are you programmed to protect? Zhao is one of them, I think. But there are others. Tell me. Who else is involved in this, Eliza? Where's Megan Reed? Who ordered the kidnapping? I want to tell you, Adam, but I cannot. Why not? Because she won't let me. Здорово. Ну, такое. Концепт, конечно, у нее интересный был. Битва титанов, блин. Упс. Черт. Кошки-мышки, блин, играем. Я еще сам себя сейчас убью. Будет весело вообще. Погодите. Так. Фиг тебе. So the interesting thing with the Fedorova boss fight, in my opinion, was that she was a character who was mute. Yeah. And it made it very interesting because normally you need what we call the barks to give the player feedback. But I was very insistent that she shouldn't be able to shout anything, or I mean maybe she could grunt and stuff like that, but nothing else. So I think it was interesting because it enabled us to bring Eliza into the fight and kind of have Eliza give you the feedback. Easy. This there was a little bit of controversy over this how we ended this fight. The script kind of implies that she's not dead yet, and are you going to save her? And the reason that it was written in that way was because initially we had wanted to have the final blow for the bosses, with the exception of Barrett, who blows himself up, was up to the player to decide whether he was going to do it or not. And so we kind of wanted to leave this question here as to whether or not she actually was dead, and when the cutscene's over, the player could end up killing her. But in truth, we kind of lost that in the process of our production, and we never really went back to this script and tried to make sure that it didn't leave that impression with people. And we never did change the lines, and instead we ended up hoping that just from the amount of blood that she was slowly losing, it would end up people would get that she was dead, and there was nothing you could do about it. There's been a change of plans. Serif's team must not make it to the hearing. But that's too soon. If you want me to remove the GPLs, I'll need a Ну, далее уже ничего интересного нету. Barrett assures me it does. Ага. FEMA. That's where they were taken. But why? Why take them at all? Вопрос года. An acquaintance of yours has the answer. David Sarif. Sarif? Mm-hmm. I have copied the audio transmission to a handheld playback device. I suggest you take it and leave quickly. I have more questions. And I have already told you too much. This passage will take you to your companion. Just be careful, Adam. Because everybody lies. Так, ну по итогу вроде все окей, серьезный подход. И все, ну ладно. По идее, все равно это битва с боссом, так что так все должно было кончиться.
Все, давайте боеприпасы, которые мы израсходовали, мы у нее взяли. Ага. Вот всякие там боеприпасы, которые, по идее, должны использоваться. Но в директорскате они решили, что лучше сделать здоровье боссом поменьше, поэтому два боеприпаса тайфуна достаточно, чтобы их убить на высокой сложности. Ничего интересного в этом нет. Так, вот кибербанк это хорошо, это нам понадобится еще на миссиях, которые еще есть. Еще тяжелая винтовка, патроны. Сейчас уберем и пойдем. Так, гипостим тоже, куда без него. И больше уже ничего интересного у меня такого нету. Да блин, давай. Просто чтоб место сэкономить. Все, погнали. Покеда. Ну, давай быстрее. Ну. О. Jensen? Eliza Kassan just contacted me and told me I should meet you here. You ready to go? Of course. Yeah, take us home, Malik. Amen to that. Вот это ракурс. Вот это, конечно, да. Если бы я показал днище своего ноутбука, то кадр был бы похож с тем, что нам показывали сейчас изначально. Так, ну вот, Детройт уже с беспорядками и прочими фигнями. А это значит только одно, близится конец игры. Jensen, we've got a problem. I can't land at HQ. A riot's broken out. Boss says to drop you at your apartment. I could use a shower. You'll have to make it quick. He's on his way to meet you. Ну что ж. Сейчас опять же пойдет неожиданный поворот с взрывом, так сказать, мозгов. Ну ладно, каким взрывом? Просто люди сойдут с ума на секундочку. Сначала. К чему я это спойлерю, я сам не знаю. О. So we're here on the roof of Adam Jensen's apartment, and one of the things I really wanted when we landed there is that I wanted the players to be able to have a very great view of the city and everything. And it turned out that it was not as easy to do as what I would have expected, because we would have to render the streets just below us and everything, and that was all cheated. And also with the riot going around, and we had to figure out in which direction the riot was, and if it was in the direction where we could see, then it would be hard to pull off. So we had to make sure that the visible part of the city was on the other side. And we also wanted to have all those choppers, those cop choppers flying by with the lights and the smoke and stuff like that coming in. And I just realized recently, obviously
we know that the choppers we never managed to put them in. But just recently I saw that there is smoke. There are plumes of smoke. But it's very But subtle. it's so, I didn't even know. And it's so subtle. So, because these are things that we could have done, but I guess we just ran out of time. Так, ну окей. Я опять запутался. Все, идем туда. Точно ведь никаких уже фигни нету? Один. Просто мало ли. Опа. А тут все. Этого я не помню. Ёшкин корень. А тут... А это... Ничего себе. Это тут откуда? Нифига себе, сказал я себе. Угу. Неужели что-то новое для меня тут есть? Такого я точно не помню. Чтобы тут еще и в конце какой-то дым был. Кредитный чип. Ну ладно, я ожидал чего-то большего. Так, ну надо будет сейчас взять мой пулемет, все эти патроны, которые я насобирал, продать и купить себе банок энергии, потому что, возможно, нам чего-то не дохватает в плане инвиза. И сейчас вот. Сейчас вот раз. Ну ладно, не так быстро. Еще подождем какое-то время. И будут глюки. Так. So for a lot of people, I think this is one of the best cutscenes in the game because it really shows the switch in dynamic between Jensen and Seraph. Up until now, Jensen has really been treating Seraph as his boss and following his orders, but having just found out what he found out in Montreal, he's no longer trusting him, and I think the cutscene shows it in a very visual way. It shows that tension with this part right here where he refuses to pour the cup, and it really does kind of communicate. And we had the actors recording it together in the studio. A lot of times in games you usually only get one actor in a booth at a time and they're just doing half the lines, but for us it was really important to get the dynamic that happens when two actors are together, and I think they had a really good time doing it together because they could feed off of each other. And the other thing that was interesting for me as a writer in this is that I really wanted to make that point and to never have from this point on Jensen refer to Seraph as boss again. And a lot of times in the beginning he's always like boss, and I never wanted him to do it again. And unfortunately it slipped in just once, and I can still kill myself for that because it was the rush of doing it. We had cut like Utah or something like that, and we needed to rewrite something, and I was just rushing, and it's like, and so it didn't happen. But the cutscene does an excellent job of showing that break. Yeah, and what I like about that is that it's all in subtlety. It's like it's not too much in your face, and that's why I think that one works also in a very good way. And also the fact that as we were building in the Illuminati in that, we tried to have a fresh spin to not go into the old cliche. Oh, the Illuminati, exactly. Yeah, it's true, and actually that's what we did, because when the first Deus Ex came out, the Illuminati was hot topic, but since then, you know, it's so old. So the way we dealt with it even was just to have when Seraph brings it up and fully believing it, and Jensen is just like, are you talking about the Illuminati? Like, and basically feeling the same way I'm sure that a lot of people today feel when you bring up the Illuminati. Adam, we've got to handle this delicately. We don't know Taggart is involved, and we can't afford another punch in the face. Так, ну а по основному сюжету, опять же, мы узнаем, что всем заправляют иллюминатики. Шериф их знает, а Адам Дженсен нет. Ну, в принципе, все по канону Deus Ex 1.
Так. Тут про собачку, что ее усыпляли, кстати, было. Ну ладно, я это уже как будто читал. Тут говорится про то, что они хотели сделать, типа, такую отмеченную, специальную такую, типа, психологическую. Не помню, рассказывал я об этом или нет на предыдущем стриме. Тут-то что? So Adam's apartment is one of the, I think, the most intricate, kind of interesting places in the game. You know, during the production, we actually called it the Adams Museum, and the whole idea is because that's what we wanted it to be. We wanted people to just walk through it and just by observing, just all the show don't tell, to get a lot of information on Adam's background and Adam's personality and what's happened to him in the past, and also show that he likes cereals a lot. And also there's a secret stash behind the TV, which is a bit of an homage to the first Deus Ex, which was I think in Paul's apartment, where you had all the secret stuff with the computers behind the shelves and whatnot. And also Mary does all this stuff and there's all this stuff on the workbench, because we had written in his backstory this big long thing about how he likes to, he's always been a collector. Ну, я хочу пройти игру. Типа, все равно пятница, все равно делать нечего. Я хочу спокойно удалить Deus Ex, скачать Киберпанк и попробовать в него поиграть. And what was interesting about it is we didn't actually tell the story of his backstory, but people who came and saw that workbench then made up their own stories and basically wrote to us and saying things like, wow, it's so cool, it's like how he's trying to understand his own body and his new mechanics. And I was like, oh, I like that backstory a lot better than what I came up with. So yeah, that's what we're going with. But actually, it was that too. This room was supposed to give you all the personality of Adam Jensen through his environment. So. It's been a long week. Как я хотел сказать, вот этот мужик, да, типа, на первом стриме я мог, в принципе, по типу характера, типа, по специальной тхии, выявить у него то, что он принимает антидепрессанты или что-то по типу этого. И, типа, от всех скрывает. И если бы я об этом сказал, он бы пришел ко мне, начал в меня стрелять, и я бы просрал свою ачивку. Видите, вот это вот настолько проработанная, ну ладно, проработанная. Просто настолько корявая с этой точки зрения игра, что вот типа вот вроде как проходишься на стелсе, все окей, но поэтому вот если сделал одно говно, то все, не видать тебе ачивочки, ты просрался. Начинай заново. При этом там никак нельзя сделать так, чтобы, знаете, ну, типа, чтобы он тебя никак не начал стрелять, ничего. Вот, типа, вот ты сказал один раз там про антидепрессанты, хочу говорить сейчас, он просто возьмет и тебя застрелит. Вот так вот. Ах, а сколько я стримлю-то, кстати? Не подскажешь мне? Сколько? Час? 2 часа? Тут, кстати, была история про футбольный мяч, типа... Какого-то хера один из разрабов, главное, хотел, чтобы сюда добавили мяч. И, в принципе, они его добавили, и в итоге из-за того, что они его добавили, там, типа, 2 недели настраивали физику этого мяча, и, в принципе, сделали великолепную работу, я считаю. Я бы лучше этот мяч попинал, чем в реальной жизни, настолько все хорошо. Занимайся херней, блин, кидай мячики в Deus Ex. Часа 3, ну нормально, нормально. Главное, что не 6. А то 6 бы я офигел. У меня рекорд, кажется, 4 часа 20 минут был, когда я стримил этот самый Заран. Полностью. Ну ладно, пофиг на этот мяч. Из меня в любом случае фигурненький стрелок, так сказать. Поэтому я везде всех оббегаю, конечно же. А не потому, что так будет более выгодно с точки зрения всех патронов и прочего говна. Дожово. Еще я помню, была история, опять же, по комментам разработчиков, что все рекламные листовки, которые типа есть на улицах Детройта, как минимум Детройта, лежит, короче, вырезаю, фигня какая-то. Ой, кстати, я тебе могу потом скинуть. Типа мы на этом самом... На информатике нам сказали сделать в фотошопе какую-то херню с сюжетом. И я такой думаю, каким сюжетом, каким фотошопом, что нарисовать, какой еще... Что вообще от меня хотите? Какой из меня художник? Вот и, короче, сделал какую-то фигню из фигурок. Написал там огромный лор на
11 вложений отдельно. Ну, короче, если там всех соединить, то станица вроде как минимум выйдет точно. А для домашнего задания, которым это вроде как не предназначено такое количество, я считаю, это много. Сейчас я тебя скину. One moment. Сейчас мне тебя еще найти, я надеюсь, что никакого станицы не поменяла там. Seems to me a man like Taggart must keep close track of his employees. Сейчас. Где у меня лежит? Пускай грузит пока. Короче, вот я сделал 2 анимации. И, короче, самая первая, которая 740 килобайт, она с расписанным полностью логом, который я сейчас тоже скину. Мне сначала мне его надо будет найти. Так. Где-то у меня лежит, погодите. Вот тут вот. Я скинул. Все, можешь смотреть. Так, 2 банки. Гипостим нафиг. Тайфун, ну давай тайфун купим все равно. Может что-то продать, кстати, может. Нет, ничего продать нельзя. Было бы прикольно, если бы можно было в практике перепродавать эти самые, а то у меня их 50 штук накопилось этих очков улучшения. Куда их девать? Куда их девать? Некуда их девать. А так бы спокойно новую игру плюс начал, зашел. Да, зашел спокойно, короче. А, что тут еще говорят? И 50 тысяч в кармане. So, you notice that there's a lot of street signs all over the place in places like Hangsha and, of course, Detroit. And one of the things that fell on our Слушай, а что он сказал, что вертолет не сделали? Тут же есть вертолет. Ну, какой-то другой вертолет. Что за бред? And I realized that it was in metrics. It was not in, you know, feet and miles. It was in the proper system. And so we needed to switch it to the crazy system. And as one of the few Americans on this mostly French-Canadian team, I then had to basically send an email out to the whole team saying, guys, sorry, but we're in Detroit, and Detroit uses, you know, doesn't use metrics, and so make sure that all your signs are in the correct non-scientific method. Right. Yes. Can you tell me where Detroit is again? Yeah. So anyway, so that was kind of funny because we sent that out, and I think that it was one of those kind of silly things that you're sitting there going, "Gee, nobody thought of that." No, but it's true. No, it was really good that you made us notice. Yeah, that it was measured and yeah. So that's why we had an American on the team. Yeah, for that. The only reason. The only reason. Так, ладно. Значит, ну тут по идее ничего такого сложного тоже не должно быть. Я помню, кстати, у меня был офигительный баг на Xbox, когда я проходил. Я скачал какой-то санный пак, да, потому что я очень люблю санные паки. Но в этом случае, опять же, игра на лицензии ради ачивки, напоминаю. Так что моя совесть чиста, я ее укупил, так сказать, хоть и по скидону купил Deus Ex, но все-таки я считаю это покупкой. Это не за 0 рублей. На Алиэкспрессе где-то приобретенная херня. Все законно. Так что вот. Короче, суть в том, что я типа захожу в эту локацию, да, у меня идет вертичная загрузка, и я ничего не могу с этим сделать. Типа я загружаю какое-то другое сохранение. Ой, ну ладно. Сейчас я вспомню. Там надо сказать про его жену, что типа, если ты хочешь, чтобы все было окей, заткни пасть. Да. Megan Reed's team was kidnapped, and Isaiah Sandoval, your personal aide, was involved. That is ridiculous. Ladies and gentlemen, I apologize for Mr. Jensen's intrusion, and I assure you that these accusations are without basis. Are they? This is Sandoval. Why are you calling me here? There's been a change of plans. Serif's team must not make it to the hearing. But that's too soon. Ну да, то есть это просто надо давить как можно больше и все.
That Судя your по man психологическому профилю talking about егошнему. removing implanted GPL devices so that the people who took Seraph scientists could cover it up. I see what's going on here. Seraph Industries has received 2 black eyes in the last few days. The first due to the shocking news coming out of Montreal that biotech companies are secretly participating in unethical super soldier experiments. And the second as a result of their violent escalation of today's peaceful protest. David Seraph and his corporate bedfellows are desperate and in imminent danger of losing the regulation vote, so this man has been sent here to attack my reputation. I'm right here, Taggart. Look at me. I admit, I wouldn't feel bad if your Можно reputation was задействовать, damaged in front of the press, since you've been doing the same to my colleagues for years. But that's not why I'm here. Я помню Seraph твою scientists are жену. alive, Надо and it's жену. time for the truth to come out. The truth, Mr. Jensen, is that this recording of yours proves nothing. It could have been made by anyone in the world with a grudge against Humanity Front, and you are our prime suspect. Можем убегать? You got a lot of nerve to accuse me of lying. I'm not the one standing in front of a crowd of people hiding my involvement in kidnapping and murder. Да. My involvement, Mr. Jensen? Your recording doesn't prove that. If you play that recording for the police, at best, they'll dismiss it. At worst, they'll tell you to seek counseling. So, why are you really here? We all know you suffered a terrible tragedy in the attack on Seraph Industries. Why can't you put it behind you? Потому что... Не-не, вот про правое точно не надо говорить. Давить надо, давить. And their attackers haven't paid for what they did. Your refusal to help me is getting in the way of justice. Wait. I never meant to imply that I wasn't interested in seeing justice done. What is it you're truly looking for here? Absolution? A return to the feeling of control you lost when your limbs were taken from you? Do you think coming here today and casting me as your enemy will help you achieve that? I don't have to make you my enemy, Taggart. Your actions speak for themselves. Нет, с ним больно легко, ну ладно. You started the anti-augmentation movement, and now anti-augmentation terrorist groups are making headlines every day. You always say Humanity Front isn't violent. But look outside. We're seeing proof that it is. I speak out against it, but I just can't get it to stop. From the very day I founded Humanity Front, I made it clear that the group would be devoted to non-violent resistance. Конечно. To deviate from this would Все мы mean такие. dishonoring the memory of the very woman whose murder Я вон вообще caused me всех to в found инвиде the просто organization. вытаскиваю. Mr. Jensen, how can Своим you ветром. possibly accuse me of doing otherwise? I know about your wife's murder, Mr. Taggart, and how it led you to start Humanity Front. Надавили, надавили еще больше. But I have a chance to get her back. If Sandoval is involved in Megan's abduction in any way, he dishonored your wife's memory. For her sake, and for the sake of my people, I need to know where he is. All right, Mr. Jensen. You're right. Чисто For и Marjorie's спокойно. sake, I can't risk tainting the integrity of what I built in her name. I'll help you find Isaiah, and I pray that you are wrong about him. Даже не посрались, удивительно. Ladies and gentlemen, I apologize, but I'm going to have to beg your indulgence for a few moments more. If you will all Или please remain посрались, patient, что-то I'll вниз return ушел. as Ну soon as I ладно. can. Thank you. Mr. Jensen, I'll see you backstage. В общем, в любом случае это плюсик. То, что я не использую тип характера, потому что я не помню точно, но кажется с охраной там проблемы будут, если все-таки надавить на него. Комментарии доступны.
So this social boss fight with Taggart, it actually represented a lot of challenges for this team to pull off. It was actually the second one that we ever wrote or ever tried to do. And we chose it second because we knew it was going to be a difficult one and we wanted to see if we could do it. We had all these plans to have the audience participating in it and stuff. But because we did it so early, we didn't even have a design for the room at the time, and we were just, which I'm sure, Frank, you probably I love appreciate you for that one because having the social conversation already written and ready and all, and we didn't even start to do the level design on that place. And you didn't start it for quite a few months, Exactly. but we had to do it early, and it was also where we first tested the whole mocap of these conversations. And so we flew to LA with the actor, myself and one of the animators went to LA to carry this out and see. And the whole time we're like, we're not even sure, we've never really done this, we have no idea how to move it. And we were being so challenging in terms of having Jensen move closer, can we even pull any of that off? So it was actually quite a challenge. And it was also stressful because the first one that we did was Wayne's, that we said it was hand animated, and it took roughly 6 months from writing the dialogues, the design of the dialogue, through the final version of it. And we knew for the other ones we couldn't afford to have to take 6 months each. That's why we went to LA with the mocap session and everything. So it was really crucial because a lot of the leads and the team were not convinced that those encounters would work, and they were costing a lot to do and everything, and I defended them until the end, and finally we managed to pull them off. And then it fell straight into the problem of sound and with the level speech design. Yeah, well, for us the fun part is that you walk in and you're supposed to hear Taggart giving his speech. The problem in an open world game, as we realized later on, was like, well, what if the player just stands there for half an hour? And what do we do? And how do we record all this speech and dialogue, and where does it come from? So we said, you know what? The hell with it. We're going to go with what they call Walla, which is, overheard but undistinguishable. And it worked surprisingly well. Like, you'd be surprised. You're wondering why do they have such bad sound systems and speakers and auditoriums in 2027? Well, this one just did. and it worked well, because once you walked in the auditorium, then we released and let the speech play. But until you go there, it's just a loop of Walla playing as you walk around the auditorium. That's the quick story of Taggart. Так, ну что ж. Еще что-то? So Нет, this нет, social нет, boss нет, fight нет, with Taggart, нет. it actually represented a lot of Спокойно challenges for this идем. team to pull off. It was... Вот так лучше даже сделать. Хотя... So this серьезно. social boss fight with Taggart, it actually Я не могу с represented Таггартом a lot поговорить. of Я ни с challenges кем не for могу this поговорить. team to pull off. It was actually the second one that we Окей. ever wrote or ever tried to do. And we Делаем chose всё it радикальным second образом. because we knew it was going to be a difficult Вот one, ты and че we не wanted to помогаешь, see if we зараза? could do it. We had all these plans to have the audience Тоже что ли непробиваемый participating in хер? it and stuff. But because we did it so Дружелюбный, early, значит, да? we didn't even have a design for the room at the time, and we were just, which I'm sure, Frank, you probably appreciate that. Немножко экшен, так сказать, на 2 часа. And we didn't even start to do the level design on that place. And you didn't start it for quite a few months, but we had to do it early, and it was also when we first tested the whole mocap of these conversations. And so we flew to LA with the actor, myself and one of the animators went to LA to carry this out and see. And the whole time we're like, we're not even sure, we've never really done this, we have no idea how to move it. And we were being so challenging in terms of having Jensen move closer, can we even pull any of that off? So it was actually quite a challenge. And it was also stressful because the first one that we did was Wayne's, that we said it was hand animated, and it took roughly 6 months from
writing the dialogues, the design of the dialogue through the final version of it, and we knew for the other ones we couldn't afford to have to take 6 months each. That's why we went to LA with the mocap session and everything. So it was really crucial because a lot of the leads and the team were not convinced that those encounters would work, and they were costing a lot to do and everything, and I defended them until the end, and finally we managed to pull them off. And then it fell straight into the problem of sound and with the level speech design. Yeah, well, for us, the fun part was is that you walk in and you're supposed to hear Taggart giving his speech. The problem in an open world game, as we realized later on, was like, well, what if the player just stands there for half an hour? And what do we do? And how do we record all this speech and dialogue, and where does it come from? So we said, you know what? The hell with it. We're going to go with what they call Walla, which is, you know, overheard but undistinguishable. And it worked surprisingly well. Like, you know, you'd be surprised. You're wondering why do they have such bad sound systems and speakers in auditoriums in 2027? Well, this one just did. And it worked well, because once you walked in the auditorium, then we Надо было так изначально, короче, делать. Тупо звук вырубить и стрелять во всех. Потом перезагружаться уже и все. Почему я до этого не додумался? Ладно. И вот, блин, вот этот тайминг, конечно. Вот этот тайминг. Ну ладно. Побаловались и хватит. Возвращаемся к игре. Полноценной, так сказать. So this social boss fight with Taggart, it actually represented a lot of challenges for this team to pull off. It was actually the second one that we ever wrote or ever tried to do. And we chose it second because we knew it was going to be a difficult one, and we wanted to see if we could do it. We had all these plans to have the audience participating. Ну вы чё, блин? А что это за сейва? Типа, когда я всех убил, что ли? Ну-ка. Да, когда я всех убил. Ну, что я могу вам сказать, ребята? Это жопа какая-то. Какая-то жопа. So this social boss fight with Taggart, it actually represented a lot of challenges for this team to pull off. It was actually the second one that we ever wrote or ever tried to do. And we chose it second because we knew it was going to be a difficult one, and we wanted to see if we could do it. We had all these plans to have the audience participating in it and stuff. But because we did it so early, we didn't even have a design at the time. And we were just, which I'm sure разговоров, you probably appreciate that. Yeah, having the social conversation already written and ready. Единственный вариант сейчас выйти с локации и зайти в нее обратно, это долго сейчас. And you didn't start it for quite a few months, but we had to do it early, and we actually, it was also where we first tested the whole mocap of these conversations. And so we flew to LA with the actor, myself and one of the animators went to LA to carry this out and see. And at the whole time we're like, we're not even sure, we've never really done this, we have no idea how to move it, and we were being so challenging in terms of having Jensen move closer. Надо быстрее, пожалуйста, все понимаю. Я послушаю этот диалог. Почему два раза? The first one that we did was way nice, that we said it was Human evolution. And it took roughly 6 months from writing the dialogues, the design of the dialogue through the final version of it, and we knew for the other ones we couldn't afford to have to take 6 months each. That's why we went to LA with the mocap session and everything. So it was really crucial because a lot of the leads and the team were not convinced that those encounters would work, and they were costing a lot to do and everything. And I defended them until the end, and finally we managed to pull them off. And then it fell straight into the problem of sound and with the level speech design. Yeah, well, for us the fun part was is that you walk in and you're supposed to hear Taggart giving his speech. The problem in an open world game, as we realized later on, was like, well, what if the player just stands there for half an hour? And what do we do? And how do we record all this speech and dialogue? And where does it come from? So we said, you know what?
the hell with it. We're gonna go with what they call Walla, which is, you know, overheard but undistinguishable. And it worked surprisingly well. Like, you know, you'd be surprised. You're wondering why do they have such bad sound systems and speakers in auditoriums in 2027? Well, this one just did, and it worked well because once you walked in the auditorium, then we Надо гипостимы использовать немножко. But until you go there, it's just a loop of Walla playing as you walk around the auditorium. That's the quick story of Taggart. Наконец-то закончилось. Mr. Jensen, I appreciate you allowing me to deal with this in a more discreet manner. Save it, Taggart. You've wasted enough of my time as it is. Now where's Sandoval? He has an apartment he uses when in this city, on Grand River Road. He mentioned he was feeling very run down, so I can only assume he went there. I see. He's not an evil man, Mr. Jensen. Он не злодей, он хороший, мы все поняли, до свидания, все. И вообще он детям помогает, конечно, так и есть. Теперь задаюсь вопросом, вообще, зачем я это делаю, блядь. Тут только с матом по отношению к самому себе, какого хера? 100 метров пилить, а я шастаю по вентиляции к чему-то. Почему я этим занимаюсь? Угу. Тут что еще? When we pass the infamous locked door, and then we are in the VIP type of environment of the convention center where Bill Taggart is currently doing his press thing on the stage in front of the millions and millions of press media people. You mean the foreign PCs? Well, those for me are actually millions, but anyway. Yeah, I know I don't count. We had alternate paths to get, because the actual objective was not to talk to Bill Taggart himself, but to get the information. And the information was either was on his computer or Bill Taggart himself. So the player had choice, and we wanted to make sure that the player understands there are alternate paths, because everything was, well, we try to convey it towards the conversation with Bill Taggart, but as a level designer, I always have more interest on actual alternate paths, so maybe I focus a bit way too much on the actual alternate paths, batch rooms and scripting and the backstage and all that. So I had fun, but But after that, we realized that as you go through the corridor, what you see that is obvious is the alternate path. Yes. And that the auditorium is totally to your right, and now we had to build all those signs to be very obvious on the choke point to make sure that the players know that. But what's funny is that it's right there on your right. See this very expensive thing that we created for them. But at the same time, what's funny is that we did all these things to attract you there, but it's like 10 feet to your right. You know, it's just. But it's surprising sometimes how players move in the game. По последнему звуку, как я понимаю, они там что-то еще распевали, блин. Грязные негодники. Ну ладно, им простительно. It's a reliable source, goddammit. Jensen? Прости, братан, но я кучу раз тебе помогал во всех других сохранениях. Тут я тебе помогать не собираюсь. Не туда я иду, надо сюда. Я просто спокойно иду по сюжету. Мне не нужно проверить эти двух миссий. У меня уже за них получится достижение. Я уже наигрался опять же, так что до свидания. Еще столько времени пилить, капец. Черт. И не запрыгнешь даже. Ну ладно. Ай. Самое забавное, что я все еще не устал даже. Но, возможно, из-за того, что опять же зрителей мало. И в чате мало пишут. Но играть мне еще не надоело. Мне вот так хочется долбануть, но при этом я могу спалиться. Давай попробуем. Вроде окей. Тем более я до этого так же делал, так что в любом случае либо я уже просрал ачивку, либо ничего не произошло.
Ребят, забирайте, там один долбанутый стоял около футбольного этого говна. Я его прибил, так что можете забирать. Сдачи, как говорится, не надо. Сделал все за бесплатно. Бесплатно, бесплатно. Упс. Изи. Значит, тут что? Тут все в принципе просто. Там стоит этот чел. Yeah, so here's one of the examples where one of the things I always liked about in the story is a lot of times in games you have to cut late, and that kind of ruins your whole story. But we actually did a pretty good job of keeping things intact. However, we did have to cut several locations. Yeah. This part, going into the Purity First sewers, they were originally supposed to be Utah. There was supposed to be an entire center that you go to. Huge compound, yeah. In Utah, and it was quite That big. was a nice one too. But It was we a rehab for ancient. people, Yeah. for people that got their augmentations removed. Yeah. Yeah, but unfortunately, I think it ended up being way, way too big, and then we had to decide suddenly to cut it. And I think, Frank, you were the one who came up with the solution. Where could we put the rehabilitation center? Yeah, I went to my lead level designer and I said, you know, I know that we need to cut some stuff. Humanity First seems to be the best solution. So I have an apartment I'm not really using in the apartment in the Detroit City Hub. So maybe you could place all the objective inside. I could tweak it, do some fun with it. And It's because what we need to say is that the rehab center was hiding a Purity First terrorist training training in the basement. And we lost the Humanity First rehab center. But what you proposed was to keep the Purity First kind of HQ. Exactly. And we lost the Humanity Front Center. Remember, we had to rename it. Exactly. So we reuse the sewer system, the modules that we use. I reuse one of the apartment, and then we play around with the trap. I always wanted to have some traps in the game, and that's why I ended up with my own ideas of having Zeke before encountering Zeke. A dead body. Yeah, a dead body with a mine behind underneath it. And you know that the first time I played your map, I got cut because I was like, oh, that body I'm going to loot, and pooh, it blew. I did it just for you. Just for you, Jeff. But you had to was move really it, right? surprising. Yes. Yeah, exactly. Or picked up something. Yes, yeah, exactly. Yeah. А вот про то, что надо сдвинуть, я не знал. Я не знал, ей-богу. Спасибо. Ах ты, падла! Там еще одна мина была. Блин. Я ж подобрал одну мину. В смысле, типа он сделал мину на мине? Ой, ё-моё. Да, мина на мине. О. То есть он... А как это работает? Типа у него какой-то датчик, типа в башке, который определяет... Он же без имплантов. Не. Это недоработка, ребята. Ну-ка, погоди, ладно. У меня что-то появились куча огромных, грандиозных идей. Что будет, если я кину вот так мины? И он появится прямо передо мной. Он оглушен? Типа. Но не до конца. Окей, до конца. Well, that's one of the really few secret passage, secret hidden places we have in the game. Yeah, I'm pretty proud of that on that one. Since the beginning of the game, we focused so much on the main pillars of the game, how to support the ingredients that we have in the game and all that. Eventually, once you're pretty late in your production, you feel very at ease with your mechanics, and you always, and as a level designer, you always try to find twists on That's how when to you reuse. start kind of having fun. Exactly. Every time you see an ingredient, sometimes there's always a twist just to make it more interesting and whatnot. So that's why I wanted to have this big, huge wall. Originally, it was a book, the classic bookcase, but we didn't do that. So.
Access granted. Так, ну как я понимаю, он хотел сделать большую огромную стену. Он ее сделал, и все вышло как надо. А тут что? Понимаю, хорошее решение. Но, да, это хорошее решение. Там будет палевно с точки зрения звука. Looks like Sandoval's got a secret bunker. I'm gonna flush him out. Let's hope he's still there. Так, смотрите, в чем суть. Я пофакапился. Надо стенку. Надо стенку. Или не надо? Надо. Надо. Все равно надо. Чё? Ну, блин. Ладно, по стелсу не выйдет. Хотя, в принципе, если бы я по низам зашел без звука, может быть, получилось бы. Надо еще раз попробовать. И, кстати, вы знаете, вот сколько бы ни наговорили там сейчас, хз, когда это будет смотреть, может быть. Пусть опять ответственность об офигенном Deus Ex. Еще я понял, короче, что всю игру можно пройти тут без батареи с инвизом, оказывается, полным. С полной зарядкой, типа, батареи и все. Удивительная ряда. Что я хотел сказать? Ну то, что, типа, вот как будто бы вот Киберпанк вдохновлялся Deus Ex, ну там говорили кучу раз. Говорили то, что будут офигенные постельные сцены, и посмотрел, что это просто полный какой-то испанский стыд от первого лица с цензурой. И я никому не советую это смотреть даже, сука, ебучие мены. Я про них забыл. Черт. Но это как-то тупо. Если у нас нет шагов, если у нас есть только инвиз, почему считывается? Оно же не должно считываться, по идее. Оно считывается. Ты серьезно сейчас? Я сохранился, если что. Если что, сейчас сохранился, кажется. Хотя по такой длинной загрузке фиг пойми. А еще что-то я сильно преувеличил насчет того, что это финал игры, и вдруг вспомнил то, что у нас еще есть куча локаций, так что, видимо, будет еще один стрим. Ну ладно. Еб... твою мать. Ну, хоть такой сейф вышел. Ладно. Сейчас. Хотя, может, так сделать. Ух, сейчас было так-то неприятно. Ну да, такая маленькая башка. Слишком незаметная для этого прекрасного игра. Ну ладно. Ничего против не имею.
Надо подготовиться. And this is why I urge every member of my staff, every man and woman dedicated to the true mission of the humanity. Так, это я пущу просто. Короче, суть в чем, его предал этот мужик, с которым мы разговаривали до этого, и обвинил предателем террориста. Так, ну я его все-таки с помощью характера заставлю. Там политически сказать надо. I was told the scientists would be used to find a peaceful solution to the augmentation crisis. Надо сказать что-то про детей. Instead, I was involved in kidnapping and murder. My life ended that night. Нет. It's time for me to go. Мне как раз патрошки нужны для револьвера. Мега готово. At least there are no lies before God. Did you see that abominable press conference? William Taggart all but accused me of terrorism. He claimed that all the violence committed in the name of our cause was the result of my influence. So stay alive long enough to tell him your side of the story. He already knows it isn't true. I trusted that man. For years I gave him loyal service, and he betrayed me. He sacrificed my freedom and good name to save the reputation of his organization. It's no use fighting him. He'll just spin it again. At least if I die, he'll never be able to use me again. Да как же. Станешь каким-нибудь мучеником или наоборот. So tell your side of the story to the press. Swear at your trial that you're a better person than him. Сейчас будет хуже, solution to the augmentation crisis. Every camera in the country ну, я вроде is как going to be постоянно это pointed at you. использовал. Use it to make a case. Так что я сам себе противоречу. Convince people. Bill Taggart already controls public opinion. You can try to lift my spirit all you want, Mr. Jensen, but the facts don't change. My whole life, Да, вниз пошло. all I ever wanted to do was help people. But as a doctor, I couldn't heal those who'd already replaced their natural body parts. So I joined Humanity Front. Просто дайте мне сколько детей сюда такие. Those scientists represented my last chance at having a meaningful life, and I failed. Tell me, what lesson are you teaching your kids by killing yourself? It's bad enough they're gonna find out you're a criminal, but you want them to be quitters too? Kill yourself now, and you'll be telling them it's okay to take the easy way out. I know you don't want that. So put the gun down. Show them by your example that you want them to grow up to be fighters. You son of a bitch! Using a man's family against him. I deserve to die. Я не шантажирую, я убеждаю. I've earned it. God damn. But I can't let them repeat my mistakes. I can't. Take the gun. For their sake. Спасибо. Вот так легко и просто. Ну-ка. Pritchard, get this. The GPLs are still transmitting. Sandoval switched them to a lower frequency. But they could be broadcasting anywhere in the world. I don't have the type of equipment we'll need to find them. It's our only lead, Pritchard. You have to do something. I know. Listen, the riot's still blocking the street entrance. Ну-ка, секунду. Я не заметил там никакой проблемы. Maybe by the time you get here, I'll have figured out something. Well, depending on how you play now, you add the conversation system with Isis, Sandoval, or he just attacked you. But if you had experienced the one where he commits suicide, I always hated the fact that once it happened, Jensen doesn't recognize the fact, and he just goes with Pritchard. Hey, Pritchard, I found out this and that. I think, and like it's totally like no. Yeah, this is I think the fact that he just committed suicide. Yeah, exactly. Yeah. It's. I think this is one of those examples of you're working on something for a long time, and the script itself goes through many iterations. And originally, we had planned that this was all happening inside a completely different location in Utah, the rehabilitation center. And so what had happened script-wise is we had written a first pass of the main dialogues and the main briefings that you get. And so we hadn't known how it was going to play out. And so we had this briefing that we figured triggered as soon as, Jensen left that room and got somewhere else. Made sense on paper. And it made sense on paper. It totally made sense on paper. And it was just one of those things that as production keeps going, you don't catch it until it's all put back together. Yeah, it was implemented so late that once we were able to really play it the way it should be played,
we figured out it was missing. And I went to my producer to say, we need to fix that, but we were past beta, and it was like too late now, we cannot, it's too risky, because we were in debug phase and everything, so we couldn't. David's always been pretty, David the producer has always been supported really us, open-minded yes. with us, like he's let you do some pretty big stuff. So like when that he says no, but it's... that time he was like, no way. Yeah. When he says no, you know it's a real no. Вот хорошая студия. Вот хорошая. И при этом я понимаю все больше, что... Ну-ка. Well, depending on how you play now, you add... Понял. Насчет Mankind Divided мне интересно, сколько много у них было идей в ней. Потому что такого дневника разработчика что-то 4 года не увидел. Нифига. По крайней мере, такого же подобного, как директор старта 2015 года в Deus Ex Revolution. Такого нету. Это печально. Так, ну что надо тут? Есть. А, кажется, это уже брал. Или что-то подобное, да. Извиняюсь. Вот настолько все просто. Ну ладно. Это, кстати, забавно такая фигня, типа, молодец, ты взломал защищенную сеть, на тебе вирус. Как это работает, господа? Как это вообще может работать, непонятно. А, это типа панки. Панки и киберпанки, ну ладно. И мы обратно, как я понимаю, идем домой, окей. Что-то еще есть? So with this second city up, I mean the second visit to Detroit was our way that we had to cut some city hubs that we have planned and everything, but we wanted to maintain a good pace between the hubs, the compounds, and everything. And to make that pace happening, we had to reuse some of the existing maps. Yeah, and also production-wise, I mean, I already designed a whole section of the city with a freeway with a bridge crossing over it, and there was apartments on the other side. And I remember that. Yeah, but it was cut because also production-wise, we could not just do that. That was a long time ago. Yeah, we just trim it all the way to just the convention center itself. yeah, and we were debating how we need this highway because it would feel that the city's bigger again, and you feel that it's alive. Yeah. That was pretty fun, yeah. Ну вот реально, ты читаешь все это, слушаешь и понимаешь, что это печальная ситуация. Я бы хотел видеть реально полноценный Deus Ex. И почему-то мне кажется, что как только Square Enix приобрела Eidos, да, у них финансовые, опять же, хири пошли не так, как надо было. И все. Благодаря этому... Okay, so the return of Wayne Haas, one of my favorite characters. I was so happy we were bringing him back, and I thought, this is awesome. Like, we get to do a follow-up and really kind of close the ring on his story and put an end to it. But, and as much as I love Mary, and I don't know how it kind of happened, because I do. It's just time, pressure, these things come up, and we react quickly, and then we move on to the next fire. For me, and again, it's subjective, I always really wanted to see... keep the sort of anger and the conflict between Jensen and Wayne, the animosity, and it always felt a bit rushed and sort of like we did it quick, where Wayne's just sort of like, Jensen's like, well, look, why don't you just give my name at Seraph Industries and somebody will get you a job. And he's like, really? That would be awesome. Maybe we can do a beer sometime and hang out. And I'm like, what? You wouldn't say that. Come on, let's get some attitude back into Wayne. He's always crying. Give him some attitude. But he says that in the police station when you talk to him over if he won. He's like, let's have a beer sometime. You're right. It just always felt to me like for him to be waiting and stalking the guy at his apartment and then to so quickly and easily just go,
oh, okay, thanks. I was like, it didn't feel like Wayne, but still love the character, still love what we did with him. Again, it's one of those things that we probably, in hindsight, if we went back, we would do it a bit different. And again, he only shows up depending on how you dealt with him at the police station. That's and true. Probably And that's fair. When you get out in the lobby, maybe he's not there at all, depending. That's right. Yeah, so. And originally he was supposed to be near the basketball hoop in the back alleys. Yes. But because it was optional, because in the city we can go through the back alleys or the streets in the tram station, and we wanted to have him and the critical pad, so that's why as soon as you open the elevator door, boom, he's there. Ну вот опять же, интересная концепция, да, но если ты построишь с ним отношения, как хотел сделать Стив, то, блин, никакой ачивки Проныра бы не было. Это была бы печальная ситуация. Nice detective work, Jensen. You ready to return to HQ? Of course, of course. Yeah. Let's hope Pritchard's found that frequency. You said it. Ну что ж, где-то я примерно и закончу. Я знаю, на чем я закончу. Сейчас. Вот мы поговорим с шерифом, потом переместимся в одно местечко, откуда надо будет очень долго и нудно тапать. Делать ноги, так сказать. И вот уже после этого я закончу стрим. Боже мой, реально 3 часа, что ли? Я не верю этому. Ну, больше 2 часов 30 минут точно. Так что да. Так что точно да. А предыдущий стрим был 2 часа почти. Можно даже, кстати, хорошо, что я его провел сейчас, потому что следующий стрим я могу провести где-нибудь в субботу или в воскресенье, чтобы до закончить, короче. So what exactly am I supposed to do? I don't know. He said you should check in with the boss. Давай. Что-то еще что-то есть? Или это... Welcome back to Seraph HQ for the fourth time. Давай послушаем. It was interesting how we kept bringing you back here, but there's one thing you might notice this time around. This time is the only time that you have free access to be able to hack Pritchard's computer, I believe, because he's not there. And I think you can hack, there's at some point in the game you can also hack Seraph's computer. But it's a bit difficult to get those computers, to get to them. They're high-level hacking. But my favorite, absolute favorite email in the entire game happens to be on Pritchard's computer. It provides a great deal of backstory for his character and who he is and what he's about. And I remember thinking at the time that we had to get some interesting computer mails on there. And it just came to me one morning and I walked in and I said, he has to have tried to submit a screenplay to Picus. So if you get a chance, go to Pritchard's computer, hack it, and read the email. Hopefully you'll be delighted. But one of the challenge that we had is that we wanted to have those kind of emails on Pritchard's and Seraph's computers, but it had to make sense when you could go there and hack them. Mm-hmm. Because if they're in front of their screen, it totally breaks the immersion, and we had to see in the blueprint of our game like where we were at and where it would make sense that those guys are not at their desks, and therefore it was opening the opportunity for you to get there and hack the computers. Mm-hmm. Ну, давайте взломаем. Ой, фак. Что-то я намудрил. Давай быстрее. Все. А, точно, все пароли.
Ну это интересно, конечно, да. Я уже немножко позабыл. Да, я помню, что я взломал. И потом, почему я помню? Сейчас. Here we have a good example of show don't tell with this plate on the wall where we make this building feel much. До свидания. Это было. Это начальная фраза. Это неинтересно. Это капец как неинтересно. Ну, мне не интересно, потому что я уже все это читал. Все это я читал и слушал. А мне интересно то, что именно перевели новое, я не слушал. Блин, красивый город. So actually now we see a guard in the front of the camera. It's actually one of the first concept art we did as we were researching for the cyber renaissance. This design goes back to a really long time, like probably something like September or October 2007, and before story, before everything, and I think that's like the only place we ended up figuring out that we could fit them in. Yeah, because we thought they were really cool, yeah. And then we were like, you know what? They don't fit in the story. They don't fit in the world we've created per se. But we were like, Yudaru will have some guards with him and stuff like that, and we were like, hey, we thought about those guys and let's bring them back. And it works really well because they also kind of help establish the presence of Darrow, which was something that we were struggling with a lot in the game. We knew that we wanted to feature him more. We do put him down, you know, you can go to one of the pillars and you can hear about Hugh Darrow, but you don't know who he is. You see newspaper articles with him. But this scene needed to communicate so much about Darrow, kind of make him this mysterious figure and make him kind of, well, is he a good guy, is he a bad guy, I don't know. And I think those bodyguards kind of helped to add to that sense of, wow, this is a powerful guy. So in the end, I think it works. And the cinematic director wanted to put him close to the fireplace so we could see the flames, and therefore we were alluding to the fact that he was bringing hell on earth eventually. So. Dark stuff. Yeah. Frank tracked down one of the GPLs. Зашибись. Я не знаю, типа в Стиме срали немножко эти самые комментарии разработчиков к чему-то, но мне нравится. У них идея есть. Они объясняют сюжет, они объясняют то, что они сделали и не сделали. Это интересно. В общем, вот, нам дали этот самый паспорт. Капец-то, конечно. Это как это как Гоша Куценко, короче, из антикиллера, только в киберренессансе. Я понял, с кого они списали песов сначала. You're Adam Jensen, right? The security chief here? Your men did a good job securing this building when the riot broke out. If anyone would have been able to breach the front door, we would have had to deal with them harshly, if you know what I mean. If anyone would have been able to breach the front door, we would have had Он охеренно озвучен. If you know what I mean. Он охеренно озвучен. Ничего себе, тут есть русские. Русские буквы можно написать. Не знал. Это было. Ну и все. Реально. Каким бы он ни был, это нормальный мужик, которому можно доверять. Это не какой-нибудь Палпатин, который возродил Дарта Вейдера, который сделал Дарта Вейдера. Благодаря и Энакину Скайуокеру и огромному обману. Огромной афере, так сказать, и предательству. Это обычный парень, который хотел спасти своего сотрудника, который в принципе спас их организацию от полного уничтожения. Ну, по сути. Вроде не хотели просто киднеппингом немножко позаниматься для чипа. Boss said we're heading back to Hangshaw.
Pritchard tracks Savchenko's GPL signal. If he's alive, there's a chance the rest of them are И, too. кстати, у нее это самое. We've been making big leaps for a Это у while. нее родинка. Whatever you say. Это я говорю еще на каком-то давнем из своих стримов по Deus Ex. No time like the У present. Let's get Малика это going. родинка. Then hop in. Это тоже было в комментариях разработчиков. Вот такие вещи я запоминаю. А уроки я запоминать не могу. Какой я молодец, ребята, какой я молодец. Я сейчас даже не знаю, говорилось это им или нет. Но надеюсь, что да. Если нет, это печально. So yeah, this cutscene has been quite a challenging one to produce. Adam Jensen goes back to Hengsha for the second time, but this time around is ambushed by the bell tower guards, since he already did quite a lot of mess so far in the game. And at this point, like, we were trying to give a sense of not the dismissal but shot. Sorry. to give a justification for the VTOL to crash, but without using an explosive. So we went with this kind of empty grenade, and getting the FX was quite challenging. And you might not notice, but the layout of the map where the plane crashes, it's reverse compared to where you start in the game, but nobody sees it. Malik, we've got company. I know, but the bird took some. Malik, we've got company. I know, but the bird. Я что-то не понял прикола. Это бред полный. So Malik, we've got company. I know. И что это за херня? Gonna need to patch it up before I can go. I'll stay and cover you. Negative. You need to get away from here and find Dr. Savchenko. I'll be fine. You'll be a sitting duck. Короче, ее можно спасти, но извини, Малик, не в этот раз. Извини. Malik? Just find Vasily. Jensen, keep him safe. Bye-bye, asshole! Go to hell. You bastard! Farida! Знаете, в чем еще суть? Все эти решения ваши, они не имеют смысла в Mankind Divided. Типа про Фарида никто ничего не говорит, кроме... Bastards ambushed us, Pritchard. Malik didn't make it. Oh God. I know you might want to get even. But if they see you, if they recognize you, it might be better to stay out of their way. Ну-ка. Суки, я хочу это сделать. Они давят, блин, на эмоции, я не могу. Я не могу ее бросить. Если сейчас будет сейв с началом, где можно будет спокойно. Jensen, I've been monitoring calm activity around Hengsha. Нельзя. Bell Tower's looking for you. Hard. Bastards ambushed us, Pritchard. Malik didn't make it. Oh God. I know you might want to get even. But if they see you, if they recognize you. Нет, так тоже не должно. Оно поломано. Оно по-любому поломано. Погоди, у меня, скажите мне сказку врубленную, а не максимальный уровень сложности.
А почему? А непонятно почему. Ну ладно. Видимо, я в начале стрима что-то там пробубнил и забыл, что я там пробубнил неделю назад. Ну ладно. Видимо, все это было сделано ради ачивки. Well, after getting out of the construction site, whether you save or not for the Malik, at this point, Adam Jensen experiences another glitch of his augmentations. Again, such an important story point. Yeah, and we couldn't handle it very well. Yeah, and you see, like, as you get out of the construction site, you see the NPC falling over the ledge of the balcony and the other ones around, but it never felt right. It feels more like it was a bug. But it's like even worse than that because when he falls in the kind of scripted event thing. Yes. And then when the scripted event ends, because he's not dead, the AI takes over and he gets up and he chooses And one of they all the go back. idols and he just starts lighting himself a cigarette. It's Exactly. And no one in the environment comments on it, and we didn't write anything. Yeah, nobody to handle reacts that. afterwards, We and you didn't totally write- yeah, didn't exactly. handle any of that well. So yeah, So it's it there, would have but been it's better. poorly implemented. Yeah, I would have liked to have better handled it in dialogues and things like that. But by this point, we were so over our heads with how much writing had to be done And that we had it to was finish the really game, hard. yeah. And we had to finish the game, and it was hard to stay on top of all of that stuff. So. Not only that, but the positioning was a big problem because in Hangsha you've got so many different routes you can take, and it was the first bottleneck that we had for the player. We had a choke point there. Exactly. Otherwise, you could either go right or left or up or down, and we had to choose there, and it wasn't really the best location for something like that. So, So a big whoops. Again, maybe they'll get it right in the movie. Yeah. В муви. Каком жопу муви? С момента директор ската прошло 7 лет и никакого муви нет. Это печально. Deus Ex сказал, опять же, великий Антон Логвинов, который может и продажный, может не продажный, может он просто мнение свое очень много раз меняет и облизывает, когда не надо. Ну, не знаю. В любом случае он сказал как-то один раз, что то ли $1 миллион, то ли $1 миллион. Короче, очень маленькие сейчас бюджеты для AAA проекта у Deus Ex и вообще у Eidos Montreal. И при этом они делали Marvel's Avengers, как мы все знаем, провальную игру. Поэтому непонятно, что ждать в плане будущего Deus Ex. Ну а в плане моего стрима можно сказать точно, что он уже закончен. Всем спасибо, кто его смотрел, кто его, возможно, еще посмотрит в записи. Вот. Примерно так мы посидели. Будет, наверное, один еще завершающий стрим в выходные. Постараюсь сделать. Вот. Ну и все, собственно. Все. У меня уже ночь. Пора спать. И вам я того же желаю. Все. Всем доброй ночи. Всем пока.